От пациентки. Выделение из правого уха, заложенность. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 39 лет, дата исследования 28 января 2025 года. Область исследования – височные кости. Представленные томограммы субоптимального качества, толщина скана 1 мм. При компьютерной томографии правой и левой височной кости в аксиальной плоскости с последующим построением многоплоскостных реконструкций изображений, сосцевидные отростки склеротического типа строения, с обеих сторон. Объемных патологических образований наружного, среднего и внутреннего уха не определяется. Наружный и внутренний кортикальные слои сосцевидного отростка четкие, ровные, целость их не нарушена. С обеих сторон антральная клетка, устье барабанной части Евстахиевой трубы, барабанная полость и ячейки сосцевидного отростка заполнены неоднородным содержимым. Барабанная полость обычного объема. Стенки ее не истончены, с четкими контурами, эрозии не определяется. Слуховые косточки визуализируются отчетливо, прослеживаются на всем протяжении, анатомические соотношения в них не изменены, контуры их четкие, признаков деструктивных изменений не выявлено. Справа барабанная перепонка несколько утолщена, дефектов не обнаружено. Слева барабанная перепонка достоверно не визуализируется. Справа верхняя стенка верхнего полукружного канала не изменена, слева истончена с формированием небольшого дефекта. Патологических участков спонгиоза по переднему контуру овального окна и поверхностям костных лабиринтов с обеих сторон не выявлено. Луковица еремной вены и сигмовидный синус обычного положения. Внутренние и наружные слуховые проходы не сужены. В зоне сканирования около носовой пазухи, по нижней стенке правой гайморовой пазухи умеренный отек слизистой оболочки, средние носовые раковины булезного строения, слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована, носовая перегородка S-образно искривлена. Костных травматических и деструктивных изменений не выявлено. Заключение. КТ-картина двухстороннего хронического мастоидита, среднего отита, левосторонней дигисцеенции верхнего полукружного канала, правостороннего гайморита, вазомоторного ринита, булезного строения средних носовых раковин, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 28 января 2025 года. КМН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Признаки хронического воспаления есть с обеих сторон, примерно равной степени выраженности. Слева барабанная перепонка не видна, это может быть и в норме, тут нужно, чтобы лор-врач посмотрел и сказал, что с перепонкой. На КТ ее видно не всегда. Кроме двухстороннего среднего отита, мастоидита, есть признаки правостороннего гайморита, искривления носовой перегородки, ринита, аномалии развития средних носовых раковин. Все это затрудняет дыхание и требует консультации врача для определения дальнейшей тактики лечения.